Доброго времени, друзья! Добро пожаловать в мое пространство. Я хотела рассказать вам одну небольшую аллегорию. Это философия. И я надеюсь, вам будет это полезно, и вы сможете это применить. А небольшое вступление будет таковым. У каждого из нас есть наш внутренний настоящий свет. А вы можете назвать это духом, вы можете назвать это душой, вы можете назвать это божественностью, чем хотите. Но есть настоящий я, который я, и который живет, и который светит. Кто-то из нас в разные моменты нашей жизни светит ярче или тускнее. Кто-то из нас вообще еле дышит, а кто-то из нас сияет, как прекрасная звезда. Также это не постоянно, да? Жизнь есть процесс, и в этом процессе есть, оно идет волнами, и есть разные моменты и разные этапы. Однако, когда человек начинает заниматься собой, когда человек встает на путь или ищет свой путь, или пытается как-то реализовать себя, я имею в виду себя настоящего, то есть я не пытаюсь реализовать мечту моей бабушки, которая хотела, чтобы я, не знаю, пошла в институт и стала суперинженером, а я несу то, что есть у меня. С одной стороны, у нас появляется достаточно много силы. То есть мы знаем, когда мы идем по своему истинному пути, потому что появляется энергия на это, появляется сила, появляется вдохновение. Мы начинаем сиять. Во всяком случае, сиять чуть больше, чем сияли раньше. И я думаю, всем это знакомо. Также этот свет, он немножко похож на тот свет, который мы все помним в детстве. Однако, чем больше я сияю, тем больше теней появляется вокруг. Чем ярче свет, тем больше вокруг теней. И этого, друзья, не надо бояться. Это нужно знать. То есть, если у меня есть маленький огонек, маленькая свечечка или спичечка, вокруг все темно, но я ничего не вижу, я вижу только эту свечку, я нахожусь в одном состоянии, скажем так, в одном мировосприятии. Но когда я начинаю сиять, появляются тени. Что такое тени? Тени — это все те сложности и трудности, которые мы находим на этом пути и внутри себя, и снаружи. Мы можем даже спросить себя, насколько то, что мы видим снаружи, это не то, что есть внутри. Я бы сказала, что там есть и то, и другое. Если мы это с вами, потому что это звучит очень красиво и романтично, да, но оно, как же оно применимо к обычной жизни, мы можем это немножечко спустить на землю, и мы увидим тот же принцип. Когда человек выделяется, допустим, из группы, я не знаю, класс, дети или подростки, да, и кто-то из них реально начинает выделяться. То есть он пошел на занятия, я не знаю, по спорту, и вдруг он уже в 2 раза больше прыгает, в 2 раза больше бегает, чем свои сверстники. То есть в каком-то плане он начинает сиять, он начинает выпускать из себя свой собственный потенциал. А что сразу происходит? С одной стороны, у нас появляются те, кто вдохновляются этим, кто искренне радуется этому, в первую очередь, я не знаю, родители, да, или лучшие друзья, даже учительница или учитель могут похвалить и прочее. Предположим, вот этот ребенок или подросток, он продолжает. И с каждым разом он делает больше всего сальто, и становится спортсменом, да, или идет туда. Но также сразу же в этот момент появляются и тени, то есть появляется зависть, появляется злоба, появляется определенное нападение. Пока он сидел у себя за партой и ничего не делал, этого было не видно. Как только он вылез, как только он начал выражать себя,
сразу появляется ответ. И мой совет: не надо обращать на него внимание. Единственный метод, в котором мы можем обращать внимание на отдачу, на негативную отдачу, негативный фидбэк, да, есть такое словечко сейчас, из окружения, это когда мы можем использовать это во благо себе для того, чтобы сиять еще больше. Но если в данный момент мы не можем этого сделать, у нас не хватает ресурса, или у нас не хватает знаний, или просто сил, каждый должен идти своей дорогой. Он должен продолжать светить тем светом, который дан ему, который есть он. А что там думают другие, это их дело. Причем это может быть даже агрессивно, то есть бывает, когда есть личности, сразу появляются личности, которые пытаются сделать гадость. Здесь у меня есть для вас, как бы это сказать, еще одна опора. Если на вас обращают внимание, даже в негативном смысле, значит, вы что-то сделали хорошо. Друзья, я надеюсь, это будет полезно. Я готова об этом еще поговорить, как в комментариях, так и в видео. Я желаю вам сиять вашим исконным настоящим светом, светить всегда, светить везде, как в том стихотворении. Всего вам самого светлого и доброго. Будьте собой.